В этом выпуске вы узнаете, как Центральный банк России будет считать курс доллара по-новому. Далее, какие временные операции ввел Центральный банк с валютой и какие важные события ждут рубль на этой неделе. Друзья, всем привет! Вы на канале Древо Инвестиций. И без долгих вступлений переходим к теме видео. Итак, Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временный диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю. Этот проект уже направлен в Минюст, и он вступит в силу со дня его опубликования. И согласно этому документу, Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, которые будут заключаться с 10 утра до 16:30 московского времени. А сейчас период расчета составляет с 10 утра до полдвенадцатого московского времени. И такое расширение временного диапазона расчета курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня. Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальный курс других иностранных валют по отношению к рублю. Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов. И сейчас экономисты подтверждают, что самая главная задача, которую преследует Центральный банк в этой ситуации, заключается в недопущении каких-то резких колебаний курсовых соотношений, с тем, чтобы не провоцировать панику на рынке. И это еще один шаг к открытию московской биржи, и как мне кажется, если его подпишут в ближайшее время, то возможно, что в следующий понедельник откроется Мосбиржа. И в связи со всей этой ситуацией исполнительный директор Департамента рынка капиталов Универ Капитал Артем Тузов поделился своим мнением и предложил, что еще могут власти предпринять для выравнивания курса российской валюты. По его словам, нужно ввести мягкое валютное регулирование, включая запрет на депозиты и кредитование в иностранных валютах. Также необходимо запретить спекуляцию с валютой и ввести стопроцентную продажу валюты при ввозе из-за рубежа. А сейчас вы узнаете, какие временные операции с наличной валютой ввел Банк России. И с 9 марта по 9 сентября 2022 года Центробанк ввел временный порядок операций с наличной валютой для физлиц. В этот период нельзя будет снять более 10 тысяч долларов США с валютных вкладов, но оставшиеся деньги можно будет получить, но только в рублях по курсу на день выдачи. И вне зависимости от валюты счета средства будут выдавать только в долларах США. Конвертация других валют в доллар будет проводиться по рыночному курсу на день выдачи. Ну а 10 марта Банк России ввел до 10 сентября 2022 года временный порядок операций с наличной валютой для юрлиц, а также индивидуальных предпринимателей. Во время действия этого порядка компании-резиденты и индивидуальные предприниматели, то есть резиденты, могут получить наличные доллары США, иены, фунты стерлинги и различную валюту до 5000 долларов США. И это в том случае, если вам нужно будет оплатить расходы по зарубежным командировкам. И перед тем, как я перейду далее, хотел бы попросить вас поставить этому видео лайк, а также, чтобы вы подписались на мой канал, так как на нем я предоставляю вам много интересной и полезной информации. Ну и напоследок я поделюсь с вами, что ожидает рубль на этой неделе. Как многие из вас знают, рублю предстоит пережить важное событие. Это риск потенциального технического дефолта России по внешним обязательствам. Оно может негативно отразиться на курсе рубля по отношению к доллару. И если бы не этот риск, курс доллара мог бы сохраниться в диапазоне от 110 рублей за доллар до 120 рублей за 1 доллар. Ну и вторым негативным фактором могло бы стать открытие внутреннего рынка акций. Но 12 марта ЦБ объявил о том, что на этой неделе торги на московской бирже в секции фондового рынка вестись не будут. И на этой неделе Россия 16 марта должна будет рассчитаться по иностранным долгам.
Государство должно выплатить 117 миллионов купонного дохода по суверенным облигациям со сроком погашения в 23 и 43 годах. И поскольку доступа к такому количеству долларов у страны после санкционной блокировки золотовалютных резервов Центробанка нет, России придется конвертировать валютные обязательства в рублях. Это означает, что дефолт в данном случае может быть только технический, поскольку деньги как таковые у страны имеются, но возможности заплатить по своим обязательствам в той валюте, в которой нужно, все равно нет. И впрочем, точно ли произойдет дефолт или нет, станет известно только 16 марта. Если же он произойдет, то стоит и дальше ждать снижения покупательской способности российского рубля. И на этом, если вам было интересно и полезно это видео, то поставьте лайк под видео и не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!